Какой обширный преступный мир, который трудно контролировать. И знаете, что делает преступления еще более жалкими? Женщины. Не поймите меня неправильно. Я пытаюсь сказать, что когда эти изящные дамы надевают криминальную одежду и представляют угрозу для общества, они просто разрушают его ауру. И в сегодняшнем видео мы прольем свет на некоторых из самых известных девушек-убийц, которые когда-либо существовали. Phoolan Devi. В 1963 году, 10 августа, она родилась в деревне Горха-Капурва в округе Джалаун, штат Уттар-Прадеш, Индия. Она была известна как королева бандитов, индийская дакоитка, которая стала политиком до своего убийства. Вот это уже серьезная трансформация. Она была из субкасты Малах, жила в бедной деревне в штате Уттар-Прадеш. На протяжении всей своей жизни она сталкивалась со многими трудностями. Она вышла замуж в очень юном возрасте и, подвергаясь сексуальному насилию со стороны разных людей, объединилась в банду дакоитов. Ее банда обворовывала деревни высших каст и грабила поезда и транспортные средства. Phoolan Devi была заочно обвинена в уничтожении Бихмая в 1981 году, когда 20 мужчин-такуров были гильотинированы, предположительно по ее приказу. В конце концов, главный министр штата Уттар-Прадеш подал в отставку и взял ее под стражу. Она провела 11 лет в тюрьме Гвалиора, ожидая суда. В 1994 году с нее были сняты все обвинения, а в 1991 году она стала политиком и до самой смерти избиралась членом парламента от партии Самаджвади. В 2001 году на нее было совершено покушение возле ее дома. У ее семьи был земельный спор с дядей и его сыном, которые завладели землей, дав взятки деревенским лидерам, и вынудили ее семью покинуть деревню. В то тяжелое время она настояла на том, чтобы выйти замуж за мужчину, который был в 3 раза старше ее и также жаден, чтобы получить их землю, подписав у нее бумаги на землю. Родители отправили ее в деревню Таега к родственнику, и вскоре она влюбилась в своего двоюродного брата и стала жить с ним. В январе 1979 года двоюродный брат Майядин уничтожил посевы ее семьи и начал рубить дерево ним на их земле. Когда Phoolan Devi ранила его лицо, бросая в него камни, она была арестована местной полицией и задержана на 1 месяц. Полицейский Мала Сен спросил ее, не насиловали ли ее в полицейском участке. Phoolan Devi ответила: «Они вдоволь повеселились за мой счет и избили меня до полусмерти». В июле 1979 года банда бандитов под предводительством Бабу Гуджара похитила Phoolan Devi и неоднократно ее насиловала. Викрам Маллах, убив Гуджара и обучив Деви обращению с винтовками, начал грабить автомобили и деревни высших каст, иногда выдавая себя за людей в украденной полицейской форме. Она была поймана полицией 31 марта 1981 года и сдалась властям после долгих переговоров, которые вел достойный доверия Раджендра Чатурведи, офицер полиции, выдвинув такие условия сдачи, как отсутствие смертной казни для кого-либо из ее банды, максимальное наказание в виде лишения свободы на 8 лет, неиспользование наручников, заключение в тюрьму всей группой, заключение в тюрьму в Мадхья-Прадеш, а не в Уттар-Прадеш, предоставление ее семье земли с местом для коз и коров, получение ее братом государственной работы. Несмотря на предварительную договоренность о том, что она проведет в тюрьме не более 8 лет, она провела в заключении более 10 лет. Слава Phoolan Devi в Индии продолжала расти, она получила мировую известность и стала легендарной личностью. Santokben Sarmanbhai Jadeja по прозвищу «Крестная мать». Несмотря на то, что она очень добрая, ласковая, спокойная, заботливая и сердечная мать, она не нуждается в защите и не обладает властным голосом. Она избегает зрительного контакта, смотрит с улыбкой вниз и потирает ладони во время разговора. Она училась в 3 классе. Ее язык – гуджрати, особый диалект региона Катхиавар, но она – Santokben Jadeja, королева мафии Катхиавада, жестокая и хладнокровная. В районе действует банда из 102 закоренелых преступников, кодирующая убийство и похищение. Был снят фильм «Крестная мать», в
в котором она предавалась пьянству, курению и танцам со своими придворными. Она хотела запретить этот фильм, но ей ответили, что этот фильм не имеет ничего общего с Сантокбеном. Крестная мать вспоминает, как она погрузилась в мир политики после того, как ее мужа Сарманбхая Мунджабхая Джадеджа, который был простым рабочим на мельнице, но впоследствии стал гангстером и доном, убил главарь банды Дживабхай в 1987 года. В результате Сантокбен отомстила сама себе. Она заключила сделку с членами своей банды, чтобы убить одного киллера и получить 100 тысяч рупий. Почти все 14 человек были уничтожены. В 1996 году ее террор распространился повсюду, и некому было бросить вызов. В 1996 году Сантокбен, обвиненная в убийстве, провела в тюрьме Ахмадабада 16 месяцев вместе со своими 4 детьми, но она никогда не любила впутывать их в какие-либо дела. Скорее, она говорила, что «не хочу, чтобы члены моей семьи вступали в эту линию. Такого человека, как я, вполне достаточно». В конце 80-х, начале 90-х годов против ее банды, по данным полиции, было возбуждено 525 уголовных дел. Ее банда состояла из 100 человек, и она была замешана в бесчисленных убийствах. Она была депутатом законодательного собрания от Кутияны с 1990 по 1995 год от Джаната Дал и была близка к Чиманбхаю Пателю. Она умерла от сердечного приступа 31 марта 2011 года. Seema Parihar. А теперь давайте снова вернемся в Индию и позвольте мне провести вас через несколько мистическую жизнь. Seema Parihar, которая родилась 1 января 1970 года в бедной семье в Аурае, Уттар-Прадеш, Индия. Когда ей было всего 3 года, она была похищена дакоитами из своей деревни и взята ими на воспитание. Позже она вышла замуж за 2 разных дакоитов – Нирбхая Сингха Гуджара и Лала Рама. Во время пребывания в рядах дакоитов она участвовала в таких серьезных преступлениях, как убийство людей, похищение и ограбление домов в джунглях Биханда и в районе реки Чамбал. Когда в июне 2000 года ей исполнилось 18 лет, она решила сдаться полиции Уттар-Прадеша. Ее обвинили во многих преступлениях, включая убийство и похищение. В конце концов, она занялась политикой и вступила в различные политические партии, такие как Индийская партия справедливости, Лок Джаншакти партия и Самаджвади партия. В октябре 2008 года с нее были сняты некоторые уголовные дела, но ей все еще пришлось разбираться с другими. Ее адвокат заявил, что по оставшимся делам они подадут апелляцию в высокий суд. После отбытия наказания Seema Parihar стала известной общественной активисткой. Она выступала за права женщин, образование и помощь бывшим преступникам в реинтеграции в общество. В 2011 году ее выбрали руководителем женского крыла Национального совета по искоренению коррупции, который борется с коррупцией. История жизни Seema Parihar была описана в СМИ, книгах и даже в болливудском фильме «Раненая королева бандитов», где она сыграла саму себя. Griselda Blanco, a.k.a. La Dama de la Mafia, леди мафии. Хватайте билеты, ведь теперь мы летим из Индии в Колумбию. Родилась 15 февраля 1943 года в Картахене, Колумбия. Любовник Бланко, Чарльз Косби, сказал, что в возрасте 11 лет она убила ребенка ради выкупа после похищения. Бланко стала карманницей еще в подростковом возрасте, а затем стала воровкой и проституткой в возрасте 19 и 20 лет. Бланко была одной из самых высокодоходных наркоторговок Америки в 70-е и 80-е годы. У нее было много прозвищ: «Ла Мадрина», «Черная вдова», «Дама мафии». Она наладила торговлю кокаином в Колумбии, Майами, Нью-Йорке и Калифорнии и зарабатывала $80 миллионов в месяц. В 1964 году, разведясь со своим первым мужем Трухильо, Бланко нелегально стала жить со своим мужем Альберто Браво, контрабандистом кокаина, и со своими 3 детьми в Нью-Йорке. В 1975 году, после того, как власти задержали ее и предъявили обвинения, она начала новый наркобизнес в Майами.
17 февраля 1985 года она была задержана Управлением по борьбе с наркотиками DEA и заключена в тюрьму на 15 лет. Во Флориде ее также обвиняли в убийствах первой степени, а в 1998 году ее снова обвинили в убийстве второй степени и посадили на 20 лет. В 2004 году, после 6 лет заключения, ее депортировали в Колумбию. Бланко, которую называли «кокаиновой королевой Колумбии», в возрасте 69 лет была застрелена 2 пулями в северо-западном городе Медельин, когда выходила из мясной лавки. Мария Licciardi. Жизненный путь. Мария Licciardi начался в Неаполе, Италия, 1 апреля 1951 года, где она родилась в семье, боровшейся с бедностью. Самое обычное начало, не намекающее ни на что зловещее, верно? Что ж, продолжайте смотреть. Выросшая в неблагополучном районе, она с ранних лет столкнулась с многочисленными трудностями. Несмотря на трудности, Мария оказалась втянута в криминальный мир, в итоге связавшись с печально известной бандой Каморра, и вот тут-то все и пошло наперекосяк. По мере того, как Мария взрослела к 20 годам, ее влияние в Каморре росло в геометрической прогрессии. Известная своей хитростью и безжалостностью, она стремительно поднималась по карьерной лестнице, возглавляя различные незаконные предприятия, включая торговлю наркотиками, вымогательство и организацию насильственных действий. Однако преступная деятельность Марии не осталась незамеченной правоохранительными органами, ведь, как известно, земля круглая. В 2001 году итальянские власти задержали ее, положив конец ее преступному правлению. Впоследствии ей было предъявлено множество обвинений, и она была приговорена к тюремному заключению. Даже за решеткой Мария оставалась на свободе, сохраняя свою власть над преступной сетью. Несмотря на тюремное заключение, наследие Марии сохранилось, а ее имя стало синонимом темного подбрюшья организованной преступности. После освобождения она пыталась дистанцироваться от своего криминального прошлого, стремясь перестроить свою жизнь в рамках закона. Захватывающая история Марии не только поразила воображение общественности, но и широко освещалась в различных СМИ и литературе. Ее рассказ служит ярким напоминанием об опасных путях, которые проходят те, кто попадает в лапы организованной преступности, и о том, какие последствия это влечет за собой. Aileen Wuornos. Криминальное прошлое Aileen Wuornos было отмечено бурным воспитанием, сопровождавшимся лишениями и травмами. Она родилась в 1956 году в Мичигане и с раннего возраста сталкивалась с жестоким обращением и пренебрежением. К подростковому возрасту Wuornos жила на улицах, прибегая к секс-бизнесу как к средству выживания. Ее погружение в мир насилия началось в конце 1980-х годов, когда она начала серию убийств, продолжавшуюся более года. Нападая на мужчин, с которыми она сталкивалась во время работы проституткой, Wuornos утверждала, что ее действия были актами самообороны против тех, кто нападал на нее или угрожал ей. Жуткая природа ее преступлений в сочетании с необычным зрелищем женщины-серийного убийцы поразила воображение общественности И вызвала всеобщий страх. Непредсказуемость ее нападений в сочетании с мыслью о том, что следующей жертвой может стать кто угодно, вызвала шок в обществе как в Америке, так и за рубежом. После ее ареста и последующего осуждения история Wuornos продолжала волновать аудиторию, вызывая дискуссии о психическом здоровье, пренебрежении обществом и природе преступности. Даже после смерти она остается призрачной фигурой в криминальной хронике, а ее наследие служит мрачным напоминанием о сложностях человеческого поведения и неприходящей притягательности правдивых криминальных историй. Beverly Allitt. Beverly Allitt, известная как «Ангел смерти», вызывала дрожь по спине у людей в начале 1990-х годов в Англии. Она была медсестрой, работавшей в больнице, месте исцеления и доверия. Но за ее ангельским фасадом скрывалась зловещая правда. Преступления Аллит разворачивались в больнице Грент-Эма и Кистевена в Линкольншире, где она работала медсестрой. В течение нескольких месяцев в 1991 году она совершила ряд отвратительных поступков. Аллит убила 4 невинных детей и пыталась убить еще 9, вводя им смертельные дозы инсулина и других веществ. Самым страшным аспектом преступлений Аллит было предательство доверия. Пациенты и их семьи доверяли ей, полагая, что она будет заботиться о них. Вместо этого она охотилась на уязвимых людей,
причиняя им невообразимую боль и страдания. Страх, связанный с действиями Алит, был глубоким. Родители беспокоились о безопасности своих детей в больницах, а медицинское сообщество пыталось разобраться с тем, как было нарушено доверие и как это отразилось на лечении пациентов. После ее ареста и осуждения история Алит продолжала преследовать общественное сознание. Ее случай поднял вопросы о психическом здоровье, безопасности пациентов и ответственности тех, на кого возложены функции по уходу за больными. Беверли Аллит служит леденящим душу напоминанием о тьме, которая может обитать в, казалось бы, обычных людях, отбрасывая длинную тень на мир здравоохранения и за его пределы. Друзья, у вас есть возможность попасть в команду Pancake. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском и английском языках, или же вы пишете интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. И прежде чем мы попрощаемся, я хочу сказать, что это яркие примеры тех женщин, которые разрушили свою жизнь собственными руками. Так что всегда пользуйтесь правом решать за себя с умом, иначе в какой-то момент жизни вы можете попасть в список преступниц на очередном видео YouTube. Не забудьте нажать на кнопки «Нравится» и подписаться,